Добрый день, друзья! Меня зовут Марьяна, и вы на канале «Вкусная еда». Какой ваш самый любимый торт? Наверное, тот торт, вкус которого никогда не надоедает. Именно таким для меня и моей семьи является самым любимым тортом – это медовик. Торт готовится несложно, а на вкус и вид он просто бесподобный. Крем я приготовила из отвешенной сметаны, сливок и сахарной пудры. Также этот торт великолепен и с заварным кремом. Торт получается очень мягким, нежным, пропитанным и буквально тает во рту. Любители сладенького наверняка оценят его по достоинству. Готовим медовые коржи. Все продукты для коржей должны быть комнатной температуры. В сито высыпаем муку, просеиваем подходящую миску и откладываем в сторону. В кастрюльке соединяем яйца, сахар, натуральный жидкий мед, сливочное масло и тщательно все перемешиваем венчиком. Ставим кастрюльку с содержимым на средний огонь, постоянно помешиваем массу венчиком до полного растворения кристаллов сахара. Медовая масса должна стать гладкой и однородной. В горячую медовую смесь добавляем пищевую соду. Масса посветлеет, начнет пениться и сильно увеличится в объеме. Энергично перемешиваем венчиком и держим массу на огне еще около 1-2 минут, пока пена не исчезнет полностью. Снимаем сотейник с огня и начинаем понемногу добавлять просеянную муку. Медовое тесто поначалу будет жидким и горячим. Замешиваем его деревянной ложкой. Оно постепенно начнет густеть. Когда тесто немного остынет и не будет горячим, а приятно теплым, его можно смело месить руками. Рабочую поверхность посыпаем мукой. Перекладываем тесто на стол и замешиваем его руками. Должно получиться мягкое, эластичное, немного липкое и не сильно крутое медовое тесто, которое похоже на пластилин. При необходимости можно добавить еще немного муки, примерно 50 грамм. Готовое тесто скатываем в рулет и делим на 8-10 равных частей. У меня получилось примерно по 130 грамм. Каждую часть теста скатываем в шарики, обсыпаем их мукой, кладем на блюдо и накрываем пищевой пленкой, чтобы тесто не засыхало. Блюдо с шариками теста ставим на кастрюльку с теплой водой, тогда с ним легко будет работать, иначе его практически невозможно будет раскатать. Между двух листов пергаментной бумаги тонко раскатываем каждый кусочек теста в круг диаметром около 22 см, толщиной примерно 2-3 мм. Раскатанное тесто часто накалываем вилкой по всей поверхности, чтобы тесто не вздувалось в процессе выпечки. Выпекаем медовые коржи один за другим в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, примерно 3-4 минуты или до золотистого цвета. Сразу после выпечки еще в горячем виде сверху кладем тарелку или форму нужного диаметра, у меня 20 см, и обрезаем корж по форме, так как остывая он становится твердым, будет крошиться и ломаться. Обрезки медового теста сохраняем, они нам понадобятся для посыпки боков и верха торта. Таким образом выпекаем все остальные коржи для медового торта. После выпечки даем готовым коржам полностью остыть на ровной поверхности. Готовим сливочно-сметанный крем. Все ингредиенты для этого крема должны быть холодными. Сметану нужно брать густую и жирностью не менее 20%. Если в сметане есть сыворотка, то ее следует заранее отвесить через марлю, сложенную в несколько слоев, и оставить на ночь в холодильнике. Таким образом, вся лишняя жидкость течет и крем получится густой. В большой миске соединяем холодную отвешенную сметану, холодные сливки, сахарную пудру и ванильный сахар. Сметану со сливками начинаем взбивать на маленькой скорости миксера, постепенно увеличивая по мере необходимости. Продолжаем взбивать до густой и пышной массы, примерно 4-5 минут. Крем для торта готов. Сборка торта. На подходящее блюдо для торта или подложку наносим немного крема, чтобы закрепить нижний корж. Выкладываем первый медовый корж и немного прижимаем, для того, чтобы он приклеился к крему на подложке. Собирать торт я буду в разъемном кольце. При таком способе сборки торт получится с ровными краями. Сверху на блюдо ставим разъемное кондитерское кольцо такого же диаметра, как и корж. Края разъемной формы прокладываем ацетатной пленкой и сжимаем форму вплотную к медовому коржу.
Сливочно-сметанный крем взвешиваем и делим на одинаковые части. Для удобства крем выкладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой. Таким образом, слой крема на торте везде будет одинаковым. Каждый медовый корж обильно покрываем сливочно-сметанным кремом, распределяя равномерным слоем. Также обильно покрываем кремом верхний корж. Накрываем форму с тортом пищевой пленкой и убираем в холодильник для пропитки на 6-8 часов. Украшение торта. Через указанное время достаем торт из холодильника. Снимаем разъемное кольцо, в котором мы собирали торт. Затем аккуратно удаляем бортик из ацетатной пленки. При помощи кондитерского мешка с круглой насадкой по кругу торта наносим оставшуюся часть крема. Затем равномерно распределяем крем маленьким кондитерским шпателем. Аккуратно разравниваем большим шпателем вертикально вдоль боковой поверхности. Сильно не нажимаем, просто стараемся много крема не снимать. Если образовались пустоты или сняли слишком много крема, добавляем в то место, где нужно. Выравниваем торт до получения идеального результата. Обрезки от медовых коржей выкладываем в плотный пакет с молнией. И измельчаем мелкую крошку надавливанием скалки, либо же можно воспользоваться блендером. Ставим торт вместе с подложкой на противень и обильно обсыпаем измельченной крошкой от остатков коржей. Сначала декорируем верх торта, затем опускаемся ниже и аккуратно наносим медовый декор по всему кругу торта. А излишки аккуратно удаляем с помощью кисточки. Перед подачей на стол верх торта украшаем по своему вкусу и желанию. Я украсила торт свежими ягодами – голубикой, клюквой, клубникой, а также половинками кумквата и листьями фисташки. Готовый торт нарезаем на порционные кусочки и наслаждаемся безумно вкусным и медово-нежным десертом. Торт-медовик готов, приятного аппетита и удачной вам выпечки! Всем спасибо, что посмотрели видео, пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео на моем канале. Мне будет очень приятно.